Еще стратегическую вещь тебе могу сказать. Еще нужно посмотреть, да, сопротивление продукта и рынка для всех. То есть, особенно кто свой продукт продает. У нас есть продукты, которые я делаю предложение, и человеку сразу надо. Вот сразу. А есть продукты, которые как бы ему надо. Он такой, ну, потом, ну, блин, да мне там, не знаю, 40 до пенсии, еще там. Все нормально. Понимаете? Я не знаю, насколько там, грубо говоря, если красиво сказать, тебя замотивировали или зарекрутировали. Еще вторая вещь, что можно посмотреть, что в этом направлении, где я в прямых продажах, какой продукт, то есть если я бы сегодня бы сказал бы, окей, мне, блин, по каким-то причинам бы мой этот бизнес бы закрылся бы, по каким-то причинам бы наше Штойер-бюро, адвокатское бюро закрылось бы. И я такой сказал, блин, ну окей, что мне делать? Где я могу быстро заработать и сделать так, чтобы мне быстро сказали «да», я бы не пошел бы в финансовую, честно, сферу. Но был бы в прямых продажах. Почему? Потому что быстрее всего деньги заработаю. Да, то есть самое быстрое, когда я беру, только становлюсь между продуктом и клиентом, и я, и это самый быстрый заработок денег. Где мне нужно только звонить, все, потом администрацию я отдаю, и компания дальше делает сама. Вот это моя задача. Это самое легкое. И потом я могу еще растить структуру. Вообще джекпот. Что бы я сделал? Я бы начал продавать то, что людям сейчас мега всем важно и нужно. Я бы начал сказать спрос, какой есть спрос. И спрос – это энергия. Все платят, особенно если мы находимся в Германии, понимая рынок, все платят много денег за электроэнергию. И я просто в любой заходил бы в дёнерную и сказал, друг, сколько ты сейчас не платишь, я тебе сделаю дешевле. Хочешь сэкономить? И он мне сразу скажет, да, а какая у тебя цена? Я сразу в разговоре, все. Я просто за 3 дня бы заработал бы денег, что девочка, которая далеко бежит, она просто бежит, а я уже ехал на машине. Потому что у меня нету сопротивления никакого. Сразу же, бам, бам, бам. Через месяц я бы уже набрал бы людей, обучил бы им, как я это делаю, и сказал, вон туда идите. Почему я знаю? Я тренировал компанию, а когда он говорит, слушай, у нас сейчас людей нету, был 22 год, была полная жопа, он говорит, у нас сейчас людей нету, мы набираем, а мне тупо деньги нужны. Они только-только продавали. Говорит, слушай, попродавай, посмотри, вот те комиссии. Я говорю, давай. Я взял телефон, начал обзванивать, закрывать сделки. Сразу же. У меня все стояло, все было полностью... была пандемия. Да, то еще вот часть пандемии шла. Я просто взял, а у них-то все равно магазины работали. Им все равно нужно было работать. Я просто их обзвонил и позакрывал. Получил контракты. То есть много моментов, где я могу, то есть если мы говорим о там 20-ке, то же самое, о 20-ке. То есть разные стратегические пути, как я могу к ним прийти. То есть я могу сказать, окей, я останусь на этой продаже, но продам там 5, 6, 7, пойму, как они работают, возьму 10 человек дальше и сделаю то же самое, без проблем. Да. А может приду к Катерине и скажу, Катерина, а что там ты делаешь, что ты не можешь делать, давай я с тобой сделаю, что тебе нужно, давай я тебе помогу, у тебя комиссия 6% от дома, сколько дом стоит? Ну, там 250 тысяч, 250 тысяч, так, один на ум пошло, сколько там, 27 тысяч? Подожди, сколько ты даешь, если я приведу клиента? 5 тысяч? 8 дашь? Скажи, дам. Куда надо позвонить, я сейчас позвоню. Я все позвонил бы. Простой пример. Почему? Потому что ты не риэлтор, она риэлтор. То есть она есть, у нее маклерская лицензия, у тебя нету, ты не можешь этого делать. Сделал бы это 10 раз, продал, помог бы с ней бы 10 раз продал бы, заработал бы ей деньги, себе 80 тысяч, сделал бы маклерскую лицензию, пошел бы сам делать. Она бы бегала бы с тобой и говорила, пожалуйста, не уходи, я больше буду платить. Уже бы это было бы. Ну ладно, это просто мышление подхода. И я использовал бы стратегию, модель продаж и техники продаж. Больше ничего. Неважно. То есть, поймите, неважно, когда вы понимаете принцип, как вы будете генерировать деньги и делать это, то есть, не там фуфел продавать, то есть, вот то, что я продаю, которое ты сказал, нахрен никому не нужно, как только ты продаешь что-то ненужное, ты засеиваешь, извиняюсь, говно-семена в свое поле, энергетическое, кармическое, которое будет тебе это отдавать. Хочешь ты в это верь, хочешь не верь. Как только ты даешь людям то, что им нужно, ты засеиваешь хорошие семена, и тебе само оно идет. Вот и все.
Я просто говорю, поэтому первым делом понимаю, что окей, это херня, я возьму продукт, который точно тупо нужно, его легче продавать, он быстрее продается. Теперь от того, как я охрененно это делаю, у меня, получается, торпеда включается.